Его единственная цель — использовать свою силу в своих интересах и уберечь свою пассию от травм, чтобы однажды они могли быть вместе. В академии далее студенты сформировали две банды, известные как черные псы во главе с Ину и белые кошки во главе с Персией. Их банды постоянно участвуют в жестоких битвах, и во время одной из таких битв они оба готовы уничтожить другой клан, и битва начинается. Все члены банды начинают бить друг друга кулаками и пинать ногами, в то время как Ину решает самостоятельно сразиться с Персией, что вызывает одобрительные возгласы со стороны других членов банды. Его клан. Персия тоже не из тех, кто отступает, и они оба бегут друг за другом и прыгают в воздух, но промахиваются. Ботаник начинает жеманничать и говорит Персии, что он победит Ину ради него, но Ину бьет его по лицу, прежде чем поднять для удара. Но он получает пощечину от Персии, которая спасает Ботаника, потому что ей нравятся ее Симпсоны. Ину говорит, что он относится к ней снисходительно, потому что она девочка, и это злит Персию. Но прежде чем они успевают подраться, входит префект клана белых кошек. И все немедленно прекращают драку. Она велит им прекратить драку, но Ину не слушает ее, поэтому она угрожает позвать префекта черной собаки, что заставляет его замолчать. Гангстеры прячутся в своих зданиях и в классе. Ину кажется подавлен и выходит, прежде чем врезаться в колонну, и думает, как они всегда ссорились с самого детства. Но правда в том, что он всегда любил ее, и он борется только для того, чтобы убедиться, что ей никто никогда не причинит вреда. Он разрушает колонну, думая о Симпсоне, прежде чем решить, стоит ли ему признаться. С другой стороны, Персия вступает в спарринг с одним из учеников и легко побеждает его, но все равно недовольна, так как хочет победить Ину, которая никогда не дерется с ней, потому что она девочка. Ину видит все это и начинает в отчаянии биться головой, когда какие-то белые мальчики-кошки начинают издеваться над детьми черными собаками, но Персия вмешивается и спасает детей. Отчего сердце Ину сразу же начинает биться сильнее, а кости твердеют. Прежде чем он осознает это, он подходит к ней и почти признается, но пугается и убегает. Позже тем же вечером за ней следуют два парня с черными собаками, которые пытаются напасть на нее. Но она уворачивается и пинает одного из них на землю, одновременно отталкивая другого. Но один из спрятавшихся парней брызгает на нее перцовым баллончиком, прежде чем схватить и заклеить ей рот скотчем, и мы собираемся ударить ее, но в последний момент появляется Ину и спасает ее. Персия начинает плакать и убегает, в то время как Ину снова впадает в депрессию. Он возвращается обратно в общежитие, где трое парней пытаются напасть на него за то, что он спас ее. Но он просто бьет их всех по очереди, прежде чем сказать, чтобы они больше так не делали. Внезапно прилетает стрела с сообщением для Ину, так как Персия хочет поговорить, поэтому он идет ей навстречу, где она стоит наготове с двумя мечами и кричит на него за то, что он не считает ее равной, что напоминает Ину о том, что она единственная дочь очень могущественного человека и хочет быть с ним. Стань девушкой-боссом и унаследуй все. Он соглашается на дуэль и говорит, что на этот раз не будет сдерживаться, когда Персия бросает ему меч. Они достают свой меч и бросаются друг на друга, что приводит к массовому столкновению, в котором Ину признается ей в любви, что приводит ее в замешательство. И она начинает нападать на него снова и снова, прежде чем их снова происходит столкновение мечей. Но это приводит только к тому, что Перза увеличивает свою интенсивность, продолжая атаковать его без паузы, вынуждая его блокировать ее меч. Перза смутился, толкнул его в фонтан и сам залез в воду. После того, как она промокла насквозь, она согласилась пойти с ним на свидание, что заставило Ину расплакаться, и они вернулись в свои общежития. На следующий день Ину подбежал поговорить с Персией, но она холодно заткнула ему рот и ушла. Они снова собрались во дворе, чтобы подраться, так как все они безработные, но Ину кажется поглощен любовью. Он притворяется серьезным, но как только начинается битва, он радостно бежит в Персию. Все вступают в жестокую схватку, и даже Персия наносит удары своей палочкой, но Ину хватает ее, потому что он каждый день тренируется со своей собственной палочкой. Во время хаотичной схватки Хасуки нападает на Ботаника и оглядывается в поисках Ину, но не может его найти. Тем временем Ину радостно убегает и говорит ей, что хочет провести некоторое время с ней наедине. Персия снова отвергает его действия, что разрушает его фантазию о том, чтобы заняться с ней любовью, пока она идет обратно. Но он хватает ее и снова начинает признаваться в любви, когда приходит Хасуки, и он немедленно делает вид, что нападает на Персию и подбрасывает ее в воздух. Это выводит Персию из себя, и она наносит красивый удар ногой по его уродливому лицу, сбивая его с ног, в то время как Хасуки бежит проверить, как он там. Позже, когда Персия была в своей раздевалке и думала, находит ли его отец все еще молоко, она слышит голос Ину из-за окна, и она выглядывает наружу и видит, как он взбирается на стену. Он извиняется за свое поведение и говорит ей, что он исследовал любовь с помощью школьниц, и показывает ей четки, которые он купил для нее. Но ботаник Скотт тоже подглядывал в раздевалке и прыгает на Ину, и они оба падают на землю. Через некоторое время Ину просыпается в сочных куриных бедрах лучшей девочки Хасуки, которая говорит ему, что черные псы отправились мстить за него. Поэтому он немедленно выбегает наружу, чтобы убедиться, что Персия в безопасности, и в конце концов находит ее. Но она начала убегать от него, так как за ним стоял весь клан черного пса. Внезапно на него напали, но он увернулся, чтобы увидеть Скотта и его банду, готовых вступить в бой, в то время как черные псы провоцируют их. Что заканчивается еще одной массовой дракой, где они избивают друг друга и Скотта вместе. Некоторые другие парни тоже начинают выбивать дерьмо из Ину. После того, как его немного поколотили, он встает, но случайно разбивает кулон, который он купил для нее, и очень злится, прежде чем подойти к статуе и сорвать
замаскировать ее. Прежде чем вертолетом выбить дерьмо из всех в округе, включая его собственную банду, в то время как слезы катятся по его лицу. Позже той же ночью его наказали щипать траву там, где он напился, и он уже собирался выбросить кулон и воду, когда Персия остановила его и велела грести на лодке вместо нее. Это делает Шира счастливым, и пока он думает о своем будущем с ней, чистильщик внезапно пытается схватить его барахло. Я имею в виду, она выхватывает кусок барахла из его кармана и чувствует себя неловко из-за этого, поэтому она говорит Ину закрыть глаза. И когда он открывает их, он обнаруживает, что она надела ему на шею свой собственный медальон в качестве подарка. Это делает его невероятно счастливым, когда Персия начинает грести назад, но в итоге он падает в воду, и Персия оставляет его там, чтобы он мог потренироваться. На следующее утро Ину ждет у лестницы Персию, которая выходит одетая как парень, и они направляются в сторону города. Ину помнит, как им пришлось прятаться и разговаривать внутри церкви, и ему пришлось применить свою особую технику эмоционального шантажа, и только тогда она согласилась, чтобы замаскироваться. Когда я гулял на улице, несколько парней позвонили мне по внутреннему телефону, и они сразу же польстились на эту ловушку, и вскоре их окружили люди. Каким-то образом они вошли в город, но группа все еще следует за ними, чтобы заполучить кусочек этой ловушки, и когда Ину пытается напугать их, в конце концов, они его избивают. Они продолжают преследовать ее, пока она ест и гуляет, так что в итоге Ину затаскивает ее в дом с привидениями, где она пугается и бьет его, прежде чем выбежать. Ину пытается последовать за ней, но не может ее найти и думает, что свидание показалось ей скучным, и она ушла. Пока он горел у моря, трое головорезов решили отомстить и сбросили Ину в воду, прежде чем их главарь снова и снова ударит его по лицу. Внезапно сзади появляется Персия и говорит им оставить Ину в покое, и как только главарь пытается ударить ее, она уворачивается и бьет его по лицу. Он повалил его на землю. Позже вечером они поднимаются на башню с часами, где она благодарит его за свидание, когда внезапно появляется симпатичный Скотт. И Ину начинает биться головой, притворяясь, что они ссорятся, и получает удар в ответ. Прошло несколько дней, и Ину снова встречается с Персией и говорит ей, что хочет отпраздновать их месячную годовщину, но она смеется над ним. Он начинает с прогулки, и в конце концов она соглашается. Пока они пожимали друг другу руки, появляется Хасуки вместе со Скоттом и сразу же начинают драться друг с другом. Когда она приказывает им остановиться и сообщает, что принцесса Чар снова прибыла в школу. Тем временем Чар выходит из своей машины и выходит на улицу под громкие фанфары, поскольку все относятся к ней как к знаменитости. Она подходит к Скотту и просит его рассказать анекдот, но сучка дает ему пощечину, потому что шутка была скучной. Внезапно сзади появляется Персия и здоровается с ней, в результате чего Чарм слегка дергает ее за волосы, прежде чем заявить, что это шутка. Затем она поворачивается к черным собакам и требует, чтобы Ину поприветствовал ее, но он сидит как полный босс и говорит ей, что он ей не принадлежит. Шар говорит ему, что прошлой ночью его мама принадлежала ей, что выводит его из себя, и он бросается в атаку. Но останавливается, когда Шар говорит ей, что она знает о нем в Персии. Ину пытается притвориться невежественным, но Персия даже показывает их совместное фото, и в итоге он падает. Шар наклоняется, хватает его за галстук и говорит, что сохранит его тайну, если он станет ее собакой. Шиван приказывает ему помассировать ей плечи, что он и делает, в то время как Персия смотрит на него с отвращением, но Хасуки начинает шлепать его, чтобы разбудить, поскольку члены его банды, похоже, теряют уважение. Позже в тот же день Чар загнала его в угол и сказала, что как только она подаст сигнал, он должен немедленно подойти к ней, иначе она раскроет его тайну. Ину немедленно опускается на колени и умоляет ее не делать этого, так как это заставит их потерять свои позиции, а Персия этого не сделает. Таким образом, она сможет осуществить свою мечту. После этого он сидит на скамейке в полной депрессии, когда Персия спрашивает его, почему он проводит так много времени с Шар, и нравятся ли ему девушки с плоским характером. Ину все отрицает, но слышит свист и вынужден убегать. Вернувшись в кампус, Чар садится на него и заставляет отвезти ее в общежитие на глазах у всех, а когда он останавливается, она просто показывает ему фотографию. И он тут же убегает. Члены его банды начинают думать, что он предатель, но он ничего не может с этим поделать. Он снова отправляется на встречу с Персией, но Чар снова зовет его поохотиться на оленя, пока бедная Персия ждет. Он, наконец, прибывает с оленями внутри своего тела, что пугает Персию, но он говорит, что с ним все в порядке. Прежде чем он успевает заговорить с ней, снова раздается свисток, и ему становится грустно, но Париса просит его оставаться сильным и говорит, что хочет провести годовщину с ним. Он возвращается к ней в общежитие, где все белые кошки наблюдают за ним, но Ину решает вести себя покорно и находит в ней слабое место, которое можно использовать против них. Он, наконец, возвращается обратно в свое общежитие, но члены его банды выбрасывают его вещи и говорят ему, что они не могут оставаться с ним. Слуга белых котов, и единственная причина, по которой они его не бьют, заключается в том, что Хазуки защищал его. После этого они уходят, в то время как Айну решают, что нужно продолжать действовать. На следующий день он делает то, на что ты можешь только надеяться, а затем кормит Чару, и за это его избивают какие-то головорезы. Это выводит его из себя, но он помнит, что нужно сохранять спокойствие и найти слабость, что невозможно, так как она чрезвычайно умна и физически талантлива. Плюс все учителя она мне тоже нравится. Она заставляет его пригласить ее на ужин, но внезапно останавливается и с озабоченным выражением лица велит ему отвернуться, а когда он спрашивает почему, она просто пинает его. На следующий день я нахожу Персию и спрашиваю ее о Шар, и она отвечает, что они были друзьями детства, но с тех пор она вернулась, и она холодна с ней. Прежде чем он успевает ответить, снова раздается свисток, и он вынужден убегать. В день годовщины он входит в комнату Чары и ищет картину, чтобы украсть ее. Мама Чар входит в комнату и говорит ему, что она знает, что он здесь.
здесь. Она пытается найти его по всей комнате, как вдруг он появляется из скрытого зеркала, шокируя Чара до глубины души. Он объясняет, что, пытаясь спрятаться, случайно открыл дверь и спрятался внутри, где обнаружил огромное количество персидских картин, развешанных по всей стене. Он утверждает, что влюблен в нее, но она отказывается и ведет себя спокойно. Но он сразу же начинает шантажировать ее, и она начинает пинать его снова и снова, прежде чем оттолкнуть его и сказать, что она любила Персию с детства и просит его не забирать ее. Внезапно Персия начинает стучать в дверь, пугая их обоих, и Чар падает на колени, думая, что все кончено, но он говорит ей выиграть время. Поэтому она блокирует дверь и не впускает Персию, и начинает вести себя странно, но Персия силой пробивается внутрь, но на удивление в комнате совершенно чисто. Персия начинает готовиться к встрече сыну на годовщину свадьбы, в то время как у них также происходит разговор по душам, в ходе которого они оба мирятся и снова становятся друзьями. После того, как она уходит, Шар открывает потайную дверь и спрашивает Ину, почему он помог ей, и он отвечает, что знает, как больно любить кого-то. И даже они в конце концов становятся друзьями. Позже той же ночью Ину идет к озеру, чтобы встретиться с Пежо, где она говорит ему, что он ей нравится. И Ину снова начинает плакать, как бета-самец, в то время как Чар наблюдает за ним из кустов. Некоторые из них сдают выпускные экзамены, так что Ину звонит в Персию переодетым и объявляет всем о начале учебного лагеря, где они будут учиться 72 часа подряд без перерывов, пока не свалится с ног. Персия считает, что это глупо, но Ину говорит ей, что это очень эффективно. Ину и головорез с серьгами снова начинают бодаться лбами, в то время как остальные подбадривают их. Но внезапно появляется Хасуки, одетый как учитель английского, в которого все влюблены. Все сразу становятся настороже и готовы, удивляя персиянку, которая спрашивает об этом и прижимает книгу к голове. Хасуки говорит ей не разговаривать без разрешения, а Аю рассказывает ей, что во время экзаменов Хасуки надевает очки и превращается в потрясающую учительницу. Хасуки организует практический тест, и все садятся за стол, в то время как Ину думает о том, как произвести впечатление на Персию, но в итоге сразу же засыпает. Хасуки жестоко будит его, надевая ему на глаза зажимы, чтобы он не спал, в то время как бандит Мару использует свой телефон для просмотра ТикТок. Но когда Персия говорит ему, что довольно грустно обманывать, когда он разбивает свой телефон пополам, говоря подчиненным, что все равно их ненавидит. Хасуки кладет всему конец и начинает учить их, в то время как Ину становится серьезным, так как не хочет потерпеть неудачу и быть выгнанным. Позже тем же вечером Персия возвращается в свое общежитие через люк, в то время как потрясающая Хасуки подбегает к Ину. Анан благодарит его за хорошую учебу и уходит прямо перед тем, как Чар хватает Ину сзади и пинает его за то, что он заставил Персию прокрасться в его общежитие. Она спрашивает, почему он путается с Хасуки, если ему нравится Персия, но он отвечает, что они просто друзья. Она спрашивает его, почему он держит это в секрете, и убегает в канализационный люк, оставляя Ину в замешательстве, должен ли он рассказать Хасуки или нет. Вернувшись в общежитие, Хасуки садится и придумывает еще больше викторин, в то время как Мару спрашивает ее, нравится ли ей Ину. И она сразу же смущается, но признает, что он ей нравится, потому что он был ее единственным другом, когда они были молоды. Марва называет ее дурочкой и уходит, в то время как Ину, которая все это слышала, входит в комнату и шокирует ее. Он спрашивает, почему он так много для него делает, и она смущается, прежде чем признаться в своей любви. Ину решает, что не может держать Персию в секрете, и просит ее внимательно слушать. Он достает медальон, который подарила ему Персия, и признается, что встречается с Персией. На первом уроке Сузуки думает, что это шутка, но Ину подтверждает правду, что заставляет ее кричать в гневе, чтобы все узнали о них, но Ину останавливает его. Он пытается урезонить ее, но она расстилает коврик и показывает ему доску, на которой написано, что ты не можешь влюбиться с белой кошкой. Пока Аю пытается успокоить ее, она хватает меч и готовится отделить голову Ину от его тела, в то время как он говорит ей нужно успокоиться. Она надевает очки, из-за чего Ину убегает, пока она преследует его. Он добирается до первого этажа, где находит дружков Мару, но просто выпрыгивает из окна, в то время как Хасуки пытается атаковать, но вместо этого разрезает всю одежду остальных. Мару выходит из своей комнаты и видит, что двое его друзей стоят, так что он просто возвращается ко сну, потому что он не может так раскачиваться. Тем временем даже Перза слышит шум и, выглянув наружу, видит, что Хасуки преследует Ину. Он забирается на дерево и прячется, когда Перза находит его и рассказывает ей о том, что только что произошло. Прежде чем она успела что-либо сказать, Хасук замахивается мечом на Ину, прежде чем нанести удар, но тот прыгает вперед. Она разозлилась еще больше и атакует их, но они отскакивают назад, в то время как она решает разобраться с Персией первой. Но, к счастью, Чар блокирует удар, в то время как Ину хватает ее сзади. Кара говорит Персии, что она уже знает об их отношениях и хотела обезопасить ее, но теперь, когда ее жизнь оказалась в опасности, она показывает свой нож и готовится убить Ину, пока он убегает с Персией. В конце концов, они добираются до края обрыва, где Персия напоминает ему, что несмотря на то, что они умеют сражаться, Ину решает встретиться с ними лицом к лицу, пока не прибудут Хасуки и Чар. Хасуки выхватывает свой меч и атакует его в лоб, в то время как он оказывается лицом к ней. Получает удар по голове и начинает истекать кровью, когда понимает, что меч с самого начала был поддельным. Я понятия не имею, как она шила одежду для этих двух королев. Хасуки наконец-то дает волю своим чувствам, когда Персия поскальзывается и падает, а Ину прыгает за ней, а за ним и остальные. Он понимает, что не умеет плавать, но слишком поздно
поздно, так как начинает тонуть. Хасуки спасает его, и он сразу же оглядывается по сторонам, чтобы увидеть Персию, спасенную Чаром на другом берегу. Хасуки понимает, как сильно он заботится о Персии, и просто начинает плакать, потому что больше ничего не может сделать. На следующее утро Ину осторожно выходит на улицу, но понимает, что Хазуки никому ничего не сказала, но ему все равно страшно встретиться с ней лицом к лицу. Когда она подходит к нему сзади с метафоном и говорит, чтобы он пошевелил своей задницей и занялся учебой. Проходит несколько дней и приближается спортивное соревнование. Но Ину загоняет Персию в угол в кладовой и просит ее приготовить ей ланчбокс и покормить его с руки, на что она соглашается. На следующий день она продолжает пытаться приготовить еду на кухне общежития, но похоже, у нее ничего не получается, так как повар пытается ей помочь. Но масло загорается и духовка начинает искрить. Персия в конце концов теряет надежду и встречает Ину и Барна с корзинкой невероятно вкусной еды, а Ину приходит в восторг, потому что хочет накормить его. Ину открывает рот, но Чар в конце концов засовывает свои ноги ему в рот, что я буду считать победой. Она не хочет, чтобы Персия кормила его, поэтому она крадет корзину и взбегает на дерево, но застревает, пытаясь спрыгнуть. Корзина отлетает и приземляется прямо на Скотта, который готовится к соревнованиям. Персия подбегает к нему, когда он открывает корзину, чтобы увидеть домашнюю еду, которую, как он думает, Персия приготовила для него. Он становится невероятно счастливым и берет ее за руку, чтобы они могли съесть это вместе, но Ину Дроп бьет его ногой в лицо, повалив на землю. Скотт снова встает, думая, что ему хочет испортить еду Персии, и прежде чем она успела вмешаться, Скотт достает свой меч, в то время как Ину называет его дерьмом золотой рыбки. Персия бесится, пока Чар наслаждается атакой Скотта, но Ину уворачивается, прежде чем ударить его, но Скотт тоже уворачивается. Ину хватает его за голову и бьет коленом в живот, называя его простофилией, что приводит его в ярость. Когда он ударяет Ину спиной о дерево и начинает рассказывать свою предысторию, но Ину напоминает ему, что он не главный герой. Вырывает дерево из земли и бьет им Скотта, когда корзина летит вниз. Я снова лечу, и он следует за корзиной на ферму и пытается спасти ее, но врезается в забор, когда свиньи съедают все из коробки. К тому времени, как он убирает свиней, все уже кончено, и он падает на колени, а Скотт плачет под деревом. Но Шар берет его за шиворот и уводит обратно в общежитие, оставляя Персию и Ину одних. Он кажется очень расстроен, поэтому Персия говорит ему, что еда была приготовлена служанкой на кухне, что совершенно шокирует Ину, поскольку он понимает, что все это время боролся из-за служанки на кухне. Персия извиняется за то, что она плохо готовит, но достает маленькую упаковку подгоревшего печенья и отдает ему в том виде, в каком оно было приготовлено ею. Ину сразу же берет печенье, так как Перси предупреждает его, что оно подгорело, но ему все равно, он откусывает кусочек и чуть не давится. Но продолжает есть и давиться, чтобы сделать Персию счастливой. Персия останавливает его и говорит, что она знает, что печенье плохое, и Ину начинает смеяться, когда понимает, что она не так идеальна, как пытается казаться. И говорит ей, что теперь она нравится ему еще больше. Она обещает, что в следующий раз приготовит для него изысканную корзинку с едой, и они с радостью возвращаются в общежитие, а Шар использует Скотта в качестве своей свиньи. На следующий день Ину сидит, пока весь его класс тренируется перед спортивным фестивалем в чрезвычайно жаркий день, но они продолжают двигаться. Надежда на то, что девочки вытрут с них пот и накормят их своими собственными руками. Ину, похоже, это не интересует, так как Мару приходит со своими дружками и говорит ему, что он не хочет тренироваться, но он не может позволить белой кошке победить. И они начинают планировать, как они могут использовать банановую кожуру или снотворное, чтобы обмануть и выиграть. Мара смотрит на Ину и говорит ему, чтобы он не участвовал, но Ину кусает его за пальцы, и они снова начинают драться. Тем временем Хаски, похоже, расстроен, но девушки вокруг него уговаривают его пригласить Ину на танец после вечеринки, и они рассказывают Ину об этом. Ину думает, что это очень веселый танец, поэтому он соглашается, и Хасуку счастливо уходит. После этого Ину просто ложится на мост, ненавидя спортивный фестиваль. Когда слышит, как Скотт и его банда тренируются, называя черных псов жалкими неудачниками, в то время как Скотт думает о танцах с Персией на спортивном фестивале. Вечеринка, но Ину бьет его ногой по голове, и они снова начинают драться. Скотт высмеивает его за то, что он плохо занимается спортом, в результате чего Ину пытается ударить его, но девочка с оранжевыми волосами останавливает его одной рукой. Девочка представляется сомалийкой и радуется, что она остановила такой сильный удар, в то время как к ней подходит парень по имени АБ. От этого все девушки становятся влажными. Он начинает хвастаться, какой он крутой и скольким девушкам он нравится, в то время как сомалиец одновременно говорит о чем-то другом, и они начинают спорить. Эбби подходит к Персии и говорит ей, что хотел бы пригласить ее на танцы во время вечеринки в качестве своей пары, в то время как Скотт и Ину кипит от гнева. Персия в итоге отклоняет его предложение, потому что ей не нравятся такие парни, как он. Он удивляется, но оборачивается и видит, как Скотт и Ину превращаются в демонов, что злит Сомали, когда она пинается, в то время как Ину наносит удар кулаком. Но их останавливает Персия, которая говорит, что они все уладят. Участвую в конкурсе. Ину поворачивается, чтобы уйти, когда Аби подкрадывается к нему и спрашивает, влюблен ли он, что пугает его, но оказывается, что Аби думает, что он нравится Ину. Но он говорит Эйбу, что он не такой шпагоглотатель, как он. Приходит сомалиец и говорит ему, чтобы он уходил, но Аби отказывается и получает пинок в лицо, в то время как Персия безнадежно смотрит, как они наконец уходят. Вечером, когда все были взволнованы предстоящим фестивалем, Ину размышлял на балконе, когда прилетает стрела с запиской, и он узнает, что Персия пригласила его, чтобы попрактиковаться с ним в беге на 3 ногах. Это приводит к короткому замыканию в его мозгу, когда он ест, принимает ванну и быстро засыпает, прежде чем на следующее утро появиться на территории
территории. Пурджес начинает связывать его, что совсем не похоже на ваниль, но в итоге Ину выкалывает ему глаза, чтобы они не двигались туда, куда не следует. После этого они пытаются убежать, но разница в росте у них слишком большая, так что Персия поправляет свои руки, что приводит к тому, что он получает удар. Сильное кровотечение из носа. Они наконец начинают бежать, и оказывается, что они были хорошей командой. И после пробежки Персия напоминает ему о его прошлогоднем жалком выступлении, когда он по ошибке допустил фальстарт и закончил гонку на первой позиции. Но был вынужден сделать это снова, поскольку это было сочтено несправедливым. В следующий раз он был слишком уставшим и проиграл матч, в котором победителями стали белые кошки. Инья понимает, что она сделала все это, чтобы придать ему больше уверенности. И чтобы поставить точку, она говорит ему, что тот, кто победит, может приказать другому делать все, что он захочет в течение целого года. Дени это по-настоящему заводит Ину, поскольку его оскорбленный мозг начинает думать о бесконечных возможностях. Он снова начинает тренироваться и быстрее, чем когда-либо претендует на звание представителя в беге на 100 метров, что делает Хисуки счастливым. На следующий день начинается фестиваль, и все готовятся к новому соревновательному дню. Церемония начинается с того, что наставник черных собак и белых кошек приветствует учеников, после чего они начинают драться. И в это время Хасуки сталкивается с человеком, который пытается очаровать ее. Но Ину блокирует его ударом ноги, приказывая ему держаться от нее подальше, в то время как сомалиец бьет его ногой по голове. Прежде чем они смогут сразиться, к ним подходит Перси и заявляет, что на этот раз они будут победителями, что заводит Ину, и они все готовятся к первой игре. Оказывается, это похоже на перетягивание каната, где все они занимают позиции, но как только прозвенит звонок. Черные псы легко сбивают вражескую команду с ног и начинают побеждать, в то время как Скотт начинает волноваться. Но Эбби говорит ему, что Молли может справиться с этим, и она справляется. Она в одиночку пресекает атаки черного пса и вместо этого начинает отбивать их, что шокирует всю команду, но в итоге Эбби хвалит ее, из-за чего она теряет концентрацию и они проигрывают матч. Следующая игра — это полоса препятствий, где противниками будут Мару и Шар. Как только начинается гонка, Мару берет взрывной старт, взбегает на первое препятствие и бросает острые шипы позади себя, чтобы Шар не мог последовать за ним. Но он оборачивается и видит, что она пьет чай, сидя на стуле, пока ее дружки протаскивают ее через шипы. Он подбегает к судье, чтобы поговорить об этом, но судья уже подкуплен и ничего не предпринимает, так как Чар выигрывает матч. После еще пары игр, таких как трехматчевая гонка и взрывы воздушных шаров, наконец наступает 100-метровый забег, в котором Персия выигрывает женский дивизион, а Ину выигрывает в мужском дивизионе. Диктор объявляет часовой перерыв перед финальным матчем, когда Ину и Персия садятся вместе, где она говорит Ину, что ее мама сидит на трибунах. Так что она сегодня не проиграет, несмотря ни на что, в то время как Айну тоже хочет попытать счастье со своей мамой. Они оба возвращаются к началу следующего соревнования по черлидингу, которое завершилось в ничью. Следующая игра — это странная японская игра с шестом, в которой они должны сделать стоячий шест вялым. Пока команда мальчиков сражается, Персия пробегает через группу девочек и хватает шест, толкая его вниз, но этого оказалось недостаточно. К счастью, Сомали подходит сзади и помогает ей опустить шест, но пока Персия пытается поблагодарить ее, Сомали сердито смотрит на нее и говорит, пинает ее. Шест падает, и команда Персии одерживает победу, в то время как в мужском дивизионе ничья. Белые кошки по-прежнему выигрывают на табло, в то время как Персия, похоже, ранен, но встает и говорит Чару, чтобы он не волновался. Следующая игра — эстафета, в которой Скотт и Ину начинают гонку, а Хазуки говорит Персии, что она не проиграет, в то время как Перия выглядит страдающей. Мальчики передают жезл девочкам, которые сразу же начинают бежать во весь опор, и Персии удается опередить Хасуки, но Ину замечает, что кажется ей больно. И внезапно она падает на землю. Хасуки останавливает гонку, в то время как Ину пытается подбежать к ней, но его останавливает Чар, который говорит Ину, что таким образом он создаст еще большую проблему. Скотт пытается принести носилки, но Персия отказывается, в то время как приходит Эйб и начинает называть ее слабой и жалкой. В то время как его подчиненные начинают говорить, что ей даже не место на кухне, потому что она не умеет готовить. Все в толпе начинают вести себя как жены-ненавистники, но Ину феминистка и затыкает им рот ударом кулака. Чар разговаривает с Аби и угрожает ему, но он невозмутим и говорит ей отвалить. Персия помещена в лазарет, в то время как Ау чувствует себя плохо из-за того, что ее нет рядом, но Чар говорит ему, что это не был несчастный случай, и что она видела, как сомалиец ударил Персию по ногам во время боя. Матч, и она делает только то, что ей говорит Эбби. По ее словам, Аби пытается выставить Персию слабой, чтобы он мог стать лидером белых котов вместо нее. Йонук очень злится из-за этого, и пока Персия плачет внутри, он кричит ей, чтобы она вытерла слезы и пришла посмотреть следующую игру, а сам, наконец, выходит на улицу, чтобы встретиться с ним в полевых условиях и быть готовым мыть с ним пол. Следующая игра — кавалерийский бой, и все готовятся к матчу, в то время как Мару говорит Ину занять позицию лошади, как это определено взглядом А. Ину забирается на Мару верхом и говорит ему позволить ему выбить дерьмо из А, но Мару не готов к этому. Подчиняется и даже после начала матча не двигается со своей позиции, приказывая Ину немедленно лечь на землю. Тем временем Хасуи продолжает уничтожать несколько вражеских команд, срывая ленточки с их рук, когда, наконец, Скотт пытается украсть ее повязку. Но она отталкивает его руки, прежде чем вызвать полицию за домогательство. Эбби наблюдает за ней издалека и решает, что время выбрано правильно, так как одна из девочек под руководством Хасуки падает,
и Аби немедленно забирает повязку, исключая ее из матча. И когда Хасуки оглядывается вокруг, она обнаруживает, что почти все черные собаки падают одна за другой. От усталости и дружки Мару просто падают на землю и засыпают, в то время как Мару все еще борется с Ину. Эбби рассказывает, что он накачал их всех наркотиками, но Мару, Ау и еще пара человек все еще в игре. Ину умоляет его переехать, но Мару отказывается что-либо делать и готов проиграть, когда внезапно появляется Персия, переодетая парнем, и подбадривает их, что немедленно увольняет Мару. Как только Скотт попытается напасть на них, они тут же заберут у него повязку. Мару говорит ему, чтобы он играл хорошо, а Эму велит ему замолчать, в то время как Хасуки понимает, что они оба лучшие в классе по силе. Так что если они будут работать вместе, никто не сможет победить их. Наконец-то мы выходим 1 на 1 против Эбби и его группы, поскольку он хвастается, что с ним самые сильные члены команды. Но внезапно оба парня падают, когда дружки Мару используют против них электрошокер. Эбби пытается дозвониться до судьи, но Мару сообщает ему, что он знает, что Эбби подсыпал снотворное в воду, так как он смог попробовать ее на вкус. И они загнали мальчика в угол, прежде чем заставить его раскрыть секрет. Мару радостно смотрит на него, в то время как Самала злится и пытается пнуть его, но Ино останавливает ее, хватая за ногу и приказывая ему прекратить свои дешевые трюки. Что приводит Ава в бешенство, поскольку он вспоминает, кем он был раньше, толстым толстяком. И над ним всегда издевались за это вместе со всеми, кто происходил не из самых элитных семей. Он бьет Ину, но это не оказывает на него никакого воздействия, так как он хватает Аби за лицо и подбрасывает его в воздух, когда тот падает в толпу. Все начинают аплодировать, когда диктор уже собирался объявить это победой, когда Ино останавливает их и заявляет, что они все еще не победили соперника. Предводитель белых котов, и пока они не победят Персию, это не может быть победой. Персия переживает из-за этого и снимает свою личину, прежде чем попросить Чара о помощи, и к тому времени, как солнце садится, они оба готовятся встретиться лицом к лицу в финальной битве. Диктор объявляет о начале овертайма, в то время как Персия и Ину готовятся к финальному поединку, несмотря на травму ног. Матч начинается, и Ину бьет ее по руке, которую она защищает, прежде чем схватить его за руку и ударить головой. Они оба начинают кулачный бой, как будто участвуют в матче Аск, прежде чем ее нога начинает краснеть. Но она справляется и блокирует еще одну атаку, прежде чем вступить в кулачный бой, снова толкая Ину на пределе своих возможностей, в то время как зрители начинают кричать в ее поддержку. Ину решает предпринять последнюю атаку, но промахивается мимо ее руки и в итоге хватает горсть сочной куриной грудки, что шокирует всех. В то время как Аму просто истекает кровью и падает на землю в луже собственной крови. Все радуются, когда Персия становится победителем и становится МФ, но все знают, что истинный победитель – это Ину, которого загнали в угол черные псы, которые говорят ему, что он больше не подходит на роль их лидера после этого скандального поступка и будет наказан как военный преступник. Вернувшись на вечеринку, Скотт ищет Персию, чтобы потанцевать с ней, но Чар находит его и уводит, чтобы полностью побрить, потому что он проиграл свой матч. Тем временем Ину заставляют сесть перед фонтаном, где он размышляет о том, как его выгнали черные собаки, а Персия отнеслась к нему холодно. Когда Персия приходит красиво одетая и приглашает Ину на танец, он спрашивает Кальмара, как она может танцевать с такой ногой, и после этого он начинает танцевать свой странный танец. В то время как Персия думает о том, как храбро он сражался за нее. Она благодарит его, и они продолжают свой странный танец до глубокой ночи. Прошел месяц с начала фестиваля, и префекты обеих фракций проводят встречу, на которой префект черной собаки говорит остальным усилить проверку общежитий после инцидента со снотворным Эба, который унес жизни нескольких человек. Люди подвергаются риску, но префект белого кота высмеивает его, что выводит его из себя, и он чуть не ломает стол, прежде чем покинуть дискуссию. Вернувшись в общежитие, Хасуки заботится о своем больном Ину, так как он выполнял всю работу в классе, чтобы вернуть себе популярность, что в итоге привело к его болезни. И пока Хисуки заботилась о нем, двое ее одноклассников забрали ее по какому-то срочному делу. Пока Ину снился сон о том, как он болел в детстве, он проснулся переодетым персом. В первый раз он думает, что все это сон, но когда она прикасается к нему, он понимает, что все это реально, и снова начинает вести себя жестко, говоря, что он полностью здоров. Прекрасно. Она велит ему заткнуться и сует ему в рот термометр, прежде чем сесть и снова кормить его грудью. Здоровье. Она осматривает его комнату, которая выглядит совершенно убого, в то время как Ину рассказывает ей, что после фестиваля его отправили на склад в Хасуки, а вместо этого назначили лидером. Персия решает немного прибраться и в итоге находит журнал о женской одежде, который сразу же приводит Ину в замешательство, так как он не занимается кроссдрессингом, и вспоминает, что один из друзей Мару принес ему этот журнал в качестве подарка на скорое выздоровление. Персия оглядывается на него, думая, что его возлюбленный фембой, но Ину отрицает это, и когда Персия, похоже, не верит ему, он превращается в песок и отправляется на встречу с Таносом. Персия решает не обращать на это внимания и пытается уйти, пока Ину лежит мертвый в своей постели. Она бродит по общежитию черного пса, поражаясь всему, что у них есть, прежде чем находит дорогу в столовую и берет немного чая и яблоко для Ину. Возвращаясь в свою комнату, она случайно столкнулась с Мару, которая стояла в коридоре, и спросила ее, куда она идет. Она ответила, что помогает Ину, и Мару тут же съела яблоко, сказав, что Ину его не заслуживает. Она ничего не сказала, пока
Мару расспрашивала ее о ее любимом персонаже My Little Pony, но Персия плеснула в него водой и убежала, потому что она ненавидит Фури. Она убежала и в итоге попала в комнату, где было много пара, и упала в воду только для того, чтобы понять, что это был Фури. Женщина принимает ванну, и девочки выгоняют ее, думая, что она мальчик. В конце концов, она возвращается в комнату Ину мокрая и плачущая, и он отдает ей свою запасную одежду, в которую она переодевается, в то время как Ину отворачивается от нее. Но ему все равно выкалывают глаза. Через некоторое время он снова засыпает, ему снится его мама, и наконец он просыпается и видит, как Персия поет ему колыбельную. Он обнаруживает, что у него больше нет температуры, и снова дотрагивается до своего лба, от чего краснеет. Проходит пара дней, не за горами еще один фестиваль, так что Ину и Персия тайно встречаются в парке, и он спрашивает ее, не хочет ли она пойти с ним на фестиваль. Фестиваль. Она рассказывает ему о своей встрече с Мару и думает, что это не очень хорошая идея использовать такую маскировку. Но говорит ему, что у нее будет время ускользнуть и посмотреть фейерверк вместе с ним. Это делает его счастливым, когда она исчезает, и он начинает праздновать, когда какой-то простолюдин буквально падает с дерева и ловит ее. Он спрашивает, что, черт возьми, она делает, в то время как она просит его опустить ее на землю. Он высмеивает ее несуществующую личность, что выводит ее из себя, и когда он опускает ее на землю. Она кусает его за руку как собака и не отпускает, пока с неба на нее не падает еще одна лилия. На вершине Ину у него болит голова. Лоли сказали ему, что они его старшие по возрасту, и они пытались спасти кошку с дерева, но в итоге упали вниз. Хасуки прибывает на место происшествия, а Ину рассказывает ей, что эти Лоли дрались с ним. Хасуки приглядывается повнимательнее и сразу же осознает свою вину и начинает извиняться, одновременно говоря ему поклониться, так как эти Лоли тоже старосты. И представляет их как Како и Терри. Она говорит ему, что если он будет с ними возиться, у него будет много проблем. Како спрашивает, не страшно ли ему, но у Ину мозгов не больше, чем у скамейки в парке, и он говорит им, что не боится, и называет их двоюродными братьями Хасбалы. Лоли говорят ему, что у них большой авторитет, и они создают ему проблемы, прежде чем спросить, с кем он разговаривал под дверью. Скамейка запасных. Это шокирует его, так как он беспокоится, видели ли они, как он разговаривал с Персией, но решает рассказать им, что он разговаривал со своими друзьями-тетями. И рассказывал им, расскажи им о фестивале. Все начинают его жалеть, в то время как Хисуки предлагает завести ему новых друзей, но он говорит им, чтобы они не лезли не в свое дело, и уходит. К вечеру он возвращается в свою комнату и с удивлением видит, что оба Лоли возятся без дела и читают его мангу. Он велит им убираться, когда Терри достает медальон, который ему подарила Персия, и спрашивает о нем. Ину немедленно отталкивает ее и забирает медальон обратно, в то время как Како говорит ему отпустить ее сестру. Он тут же выбегает, чтобы запереть их и заколотить досками, но они вырываются, и он вынужден убегать. Они пытаются найти его, но он убегает, поэтому они решают отправиться на фестиваль, чтобы найти его. Они прогуливаются по фестивалю, в то время как Како говорит Терри, что у них нет времени наслаждаться этим. И, наконец, замечают Ину, который счастливо прогуливается, мечтая увидеть фейерверк вместе с ними. Персия. Они останавливают его и спрашивают, почему он так счастлив, но он просто убегает, когда они гонятся за ним. Тем временем все веселятся на фестивале, и Скотт создает человеческую пирамиду, чтобы Персия могла посмотреть фейерверк. Но Чар, как обычно, преследует его, в то время как Персия уходит, чтобы посмотреть фейерверк. Найдя Ину, раздосадованный Мару уходит, так как он хотел посмотреть, нет ли здесь ловушки. Персия бесцельно бродит по лесу, когда в кустах ее находит Ину, который говорит ей спрятаться вместе с ним, пока беззаконники ищут его. В конце концов они повисают на корове, чтобы скрыться от их глаз, убегают глубже в лес и проделывают всевозможные трюки просто для того, чтобы спрятаться. Скрыться от бдительных глаз префектов. В конце концов они прячутся в бочке, пока Лола ищут его. И мысли Ину разбегаются, когда добрые и злые ангелы избивают его логичного ангела-ответчика. Кажется, что все веселятся, наслаждаясь фестивалем, как вдруг между двумя парнями вспыхивает драка, которую прерывают подонки, но парни верят в равенство и нападают на девушек. В то время как те уворачиваются с удивительной скоростью, когда Терри использует сеть, чтобы поймать парня с белой кошкой, в то время как Терри использует сеть, чтобы поймать парня с белой кошкой. Како уворачивается от атак Балди, прежде чем нанести ему несколько ударов в лицо и вырубить их обоих. Ину наблюдает за ними обоими, поскольку они не могут насладиться фестивалем, и решает помочь им, выстрелив одному из них в лицо, как гордый американец, и вызвав их на соревнования. Они соглашаются и по сути жульничают в стрельбе, а также в играх с молотком, прежде чем мороженым заморозить мозги. А потом оба засовывают пироги ему в задницу и выигрывают эту игру. Девочкам, кажется, нравится хоть раз побыть нормальными, и они хотят поиграть еще, но Ину должен уйти, что их огорчает. Но он говорит им, чтобы они наслаждались фестивалем и звонили ему, если захотят поиграть. Они радостно говорят ему, чтобы он поскорее был готов к следующему матчу, и убегают вместе, в то время как Ину понимает, что опаздывает на фейерверк, и пускается бежать. Но не успевает добраться до Персии, так как разноцветные вспышки в небе видны всему городу и школе. Ину стоит там в ужасе, а после окончания фестиваля он находит ее в бочке, где он ее оставил, и она злится. В конце концов она прощает его, потому что увидела девушку,
девочек и помогла им, и они наслаждаются фейерверком вместе, наконец-то оставшись наедине. Прошло пару месяцев с тех пор, как ночью Чар отмечает в календаре день рождения Персии. Она приезжает через неделю, радостно думая о большой вечеринке, которую собирается устроить в ее честь, в то время как Персия возвращается из ванны и спрашивает, почему она так счастлива. Ча отвечает, что они собираются очень весело провести время на ее вечеринке, но Персия говорит ей, что в этом году она хочет провести его сыну, что совершенно шокирует и злит Чарса, который ей не нравится. Вернувшись в общежитие Черного Пса, Ину также отмечает день рождения Персии, который должен состояться через неделю, и думает о том, какой подарок ему следует получить. Как он начинает смотреть на то, что он делает, в результате чего он тычет ручкой ей в лицо, заставляя ее кричать от боли. Она кричит на него, когда он велит ей убираться, спрашивает, как она сюда попала, и начинает искать другую низшую. В то время как Како рассказывает ему, что она была у него под кроватью со вчерашнего вечера, шокируя Ину. Как-то сказал ему, что Терри любит следить за людьми, которые ей интересны, и прячется рядом с ними, что по сути означает, что она преследовательница. Как-то сказал ему, что ей нужно сходить за покупками для студенческого совета, но она занята, поэтому хочет, чтобы это сделал Ину, и он более чем счастлив согласиться, так как он может найти подарок и для ее дорогой Персии. Он приходит на рынок и начинает осматриваться в поисках вещей, которые могли бы понравиться Персу, и в итоге выбирает игрушку для кошки одновременно с Шар, которая тоже отправляется за подарком для Персии. В итоге они ссорятся из-за мягкой игрушки, которая разрывается на две части, приводя в ужас владельца, в то время как Ину и Шар злятся друг на друга за то, что испортили подарок. Но Шар кажется более раздраженным, чем обычно, что пугает его. Но он делает вид, что ему все равно, и как раз перед тем, как драка может перерасти в драку, полицейский пытается остановить их, но после того, как он замечает принцессу Шар, его отношение сразу меняется, и он спрашивает, есть ли у нее телохранители поблизости. Когда она отвечает, что она здесь одна, он начинает говорить ей, что могут быть люди, которые могут причинить ей боль, и он не может этого допустить. Поэтому она должна вернуться в школу как можно скорее, но Чарт решает подавить свое собственное эго и говорит офицеру, что она здесь сыну. Самый сильный член их школы, который защитит ее и отведет его в магазин. Она переодевает его и красит волосы в желтый цвет, прежде чем выйти и показать офицеру, что они принадлежат к одной фракции. И хотя офицер в это не верит, она просто уходит. Ину загоняет ее в угол в переулке и говорит ей, что никто не поверит в эту маскировку, и что ему неинтересно бродить с ней по городу, и показывает, как хорошо он умеет плеваться. Показывает ей большой палец, прежде чем уйти. Оказывается, Черис решила поиграть в плевки и сказала Ину, что она знает, что он здесь для того, чтобы купить Персии подарок. И она могла бы помочь ему найти идеальный подарок для нее, если он согласится стать его сопровождающим. Но несмотря на то, что ее точка зрения убедительна, Ину отказывается, так как хочет выбрать подарок для себя. Подарок сам по себе, но Чар заставляет его представить, что произойдет, если его подарок не понравится Персии. Поскольку его мышечный мозг может покупать только такие вещи, как фигурка героя, что разочарует Персию, которая хочет реальных действий. Ину падает на землю и соглашается сопровождать ее, и они начинают бродить по улицам, пока она не затаскивает его в магазин нижнего белья, где ему становится очень неуютно. И она начинает предлагать ему купить здесь что-нибудь, что подойдет для Персии. И ему нравятся шорты с голый дизайн, который Чар ненавидит в первом классе, но представляет его в Персии, и он начинает ему нравиться. Они начинают перебирать ткань за тканью, думая о ней с ужасом. И от этого у нее мурашки бегут по спине, когда она возвращается в школу, где присутствует ее симптом, чтобы вылечить ее. Вернувшись в магазин, Чар и Ину немного ссорятся из-за творческих разногласий, где они много спорят, и когда начинают сгущаться тучи, они двигаются снова, выхожу из магазина на улицу. Чар начинает насмехаться над ним за то, что он не знает, чего хочет его девушка, и предлагает им расстаться, поскольку он все равно будет приставать к ней. Он кричит на нее, чтобы она перестала говорить глупости, когда начинается дождь, и они застревают на открытом воздухе. Тем временем, вернувшись в школу, оба смиренных благодарят Бога за то, что они послали Ину выполнять их поручения, вместо того, чтобы идти самим, думая о серебряном медальоне, который он подарил им, был такой, который обычно носят белые кошки. Внезапно к ним подходит сам председатель совета и спрашивает, о чем они говорят, пока они думают, говорить ему что-нибудь или нет. Вернувшись в город, Чар и Ину застряли под навесом из-за дождя, в то время как совершенно мокрая Чар пытается отжать свою куртку сухой, но Ину забирает его у нее. Думая, что она глупа, делая это так легкомысленно и использует всю свою силу, чтобы создать из него водопад, в то время как Чар кричит ему, чтобы он остановился, так как он порвет куртку, и он возвращает ей изодранную куртку, которая полностью испорчена, но он говорит ей нужно надеть это, пока она не простудилась. Она пытается подразнить его, загоняя в угол, и говорит ему, чтобы он покинул Персию ради нее, но Ину не обманщик, и щелкает ее по голове, отталкивая от себя. Чар пинает его в ответ и поднимает глаза, чтобы увидеть, как небо проясняется, и говорит Ину, что он свободен от своих обязанностей сопровождающего, и что она придет как-нибудь в другой раз за подарком. Она гуляет по городу и замечает, как мать шлепает своего мальчика по голове, что напоминает ему о том, насколько она мазохистка, растущая принцессой. Никто не смог бы удовлетворить эту ее часть, пока в ее жизни не появился Перза, который удовлетворил бы ее склонность к деградации, и теперь это сделала Ину. Пока она шла по темному переулку, размышляя об этом, какой-то мужчина внезапно схватил ее сзади и прижал тряпку к ее лицу, в то время как другой мужчина говорил ей гадости. Чар совершенно невозмутим и просто бьет мужчину ногой в лицо, сбивая его с ног и шокируя другого
другого мужчину, когда Ину появляется в переулке. Мужчина начинает утверждать, что Чар избивала их без всякой причины, и хотя это соответствует ее характеру, Ину просто бьет его по голове. Бьюсь головой о стену, сбивая его с ног, и говорю ему, что он ее сопровождающий на весь день, надеясь, что ночью они поменяются ролями. Чар разозлилась, потому что ей не удалось показать, какая она сильная женщина, и начала ныть о токсичной мужественности, но Ину первоклассный специалист и говорит ей заткнуться. Иначе он лишит ее права голоса. Чар начинает смеяться над этим и говорит ему, что по ее мнению он станет хорошим преемником Балди Тейта, и продолжает смеяться как настоящий маньяк. Позже вечером, когда солнце садилось, Чар рассказывает, что недавно Персия подошла к ней с просьбой солгать экономке, чтобы она могла бы задержаться допоздна с Ину во время своего дня рождения, что шокирует Чар, так как Персия не любит нарушать правила. Ину так радуется этому, что в его голове начинают звенеть свадебные колокола, но она останавливает это, говоря, что будет продолжать пытаться завоевать Персию, и начинает плакать, как слабая женщина, которой она и является. Аму ненадолго задумывается и пытается утешить ее, но она затыкает ему рот и говорит, что он неудачник, от чего ему становится грустно. Затем она говорит ему самому поискать подарок Пурджа, прежде чем вручить ему бумажный пакет, который, по ее словам, является наградой за то, что он был верным сопровождающим. В течение дня он уходит в город пешком. Ину открывает сумку и обнаруживает странного вида тряпку, которую он не знает, как отцепить. Он берет ее и бежит обратно в общежитие, когда в его сторону летит стрела с запиской. Он открывает ее и находит записку от Персии, в которой ему предлагается прийти в библиотеку, чтобы они могли поговорить. Он сразу же направляется в библиотеку, где может разговаривать через книжную полку, и Персия в конце концов приглашает его вместе отпраздновать ее день рождения. Инук совершенно потрясен, но старается вести себя спокойно, хотя он просто с ума сходит от такой возможности. Перза благодарит его, так как боялась, что он будет отрицать то, что шокирует Ину, поскольку он не знает, что она думает о нем в данный момент. Она говорит ему, чтобы он не приходил в ее общежитие, как каждый год, когда они нападают на ее вечеринку и бросают торт ей в лицо, из-за чего начинается драка и вечеринка отменяется. Ину тут же извиняется и говорит, что в этом году все будет по-другому, и заканчивает тем, что спрашивает ее, что она хочет в подарок. Она немного думает, прежде чем сказать ему, что он может выбрать подарок сам. Тем временем Шар сидит на своем троне и гладит своего котенка, пока Скотт ищет Персию. Она решила подшутить над ним просто ради забавы и заставила его надеть фартук и испечь для нее блинчики. Вернувшись в общежитие, Ину безмерно счастлив. Он резвится как школьница, думая о дне рождения Персии, когда замечает Хасуки перед своей комнатой. Он толкает ее сзади, но внезапно резкий голос зовет его по имени, и он заглядывает внутрь, чтобы увидеть президента студенческого совета. Совет стоит рядом с Терри Каке в его комнате и спрашивает его, что он делал так поздно на улице. Ину совершенно ошеломлен, увидев президента студенческого совета Эру, который также является старшим братом Ину. Он достает медальон, который подарила ему Персия, и спрашивает его, какого черта он держит его в своей комнате. Ведь предполагается, что это вещь, которую белые кошки носят с собой, известны тем, что они есть. У Ину просто не хватает слов, и она не знает, как это объяснить, когда появляется Хасуки и заявляет, что она попросила Ину купить ей что-нибудь блестящее. И поскольку у него IQ как у кирпичной стены, он в итоге купил ей это. Ину испытывает облегчение, думая о том, как здорово Хасуки взял на себя ответственность за это, но затем достает странную шляпу и спрашивает, откуда она у него. Ину понятия не имеет, что сказать своему брату, который никогда раньше не нюхал женщин, поэтому он смотрит на Хасуки, но она злится на него и не принимает его сторону. Эри смотрит на него и спрашивает, не путается ли он с девушками из фракции белых котов, потому что это абсолютно неприемлемо, и он не может допустить, чтобы позор пал на имя семьи. Хасуки пытается защитить Ину, когда ситуация накаляется, но Эру спрашивает, имеет ли она к этому какое-либо отношение и знает ли что-нибудь об этом, так как она будет наказана в равной степени, но Ину останавливает своего брата и говорит, что она не имеет к этому никакого отношения. Эру разозлился, оторвал Ину от своего горла и сказал ему, что он и так всегда прикрывает его, и так больше продолжаться не может. Удивительно, но Терри держится за Ину даже после того, как Ару говорит ему отпустить его, и даже Качо начинает бить его и говорит, что он может не делай этого в школе. Ару наконец отпускает его и сообщает, что в течение следующей недели он будет внимательно следить за ним. И если обнаружит что-то подозрительное, у Аю будут большие неприятности. Ау уходит, а я сижу не веря своим глазам, потому что Персия хотела отпраздновать свой день рождения вместе, который состоится всего через пару дней. На следующий день, вернувшись в общежитие белой кошки, Персия проводит утро вместе с поваром, пытаясь испечь печенье, и наконец достает порцию, которая выглядит мило. Повар все еще беспокоится за ее безопасность, когда она пробует его на вкус, но после дегустации она не умирает. Так что даже повар пробует его и делает ей комплимент, так как это одно из лучших печений, которые она когда-либо пробовала. Перси от всего сердца благодарит повара за то, что он научил ее. Но повар говорит ей, что именно она приложила все усилия и старалась в течение бесчисленных часов, полностью пожертвовав своей общественной жизнью. После этого Шар попробовала печенье, и оно ей понравилось, в то время как Скотт, собрав остатки печенья, был вне себя от радости. Шар спрашивает, связано ли это новое увлечение сыну, и Перза краснеет, прежде чем сказать, что хочет стать хорошим поваром для нее. Прежде чем она успевает продолжить, они замечают Ину, идущую рядом с Эру и остальными по саду, в то время как все смотрят
на них с благоговением. Перза чувствует, что сыну что-то не так, поскольку он, кажется, чего-то боится, в то время как Коко спрашивает его, не ладит ли он со своим братом. Она утверждает, что никогда не видела Эру сердитым, кроме тех случаев, когда он сражался с белыми кошками, которые наказывали его. Внезапно бумажный самолетик попадает Эру в голову, и мальчики немедленно начинают извиняться, совершенно напуганные, когда Эру мнет самолетик в руке. Но в итоге из него получается шедевр. Забирает его и возвращает им обратно. Мальчики благодарят его и уходят, а Коко улыбается и говорит, что Эру очень добрый, несмотря на свою твердую оболочку. Ину с этим не согласен и говорит, что он никогда не чувствовал от него никакой доброты, и с тех пор, как он был маленьким, Эру нравилось наказывать его веслом, что могло бы привести, быть может, по причинам, отличным от того, о чем думает Ину. После этого Эру стал постоянно находиться рядом с Ину, бить его, когда он неправильно понял проблему, смотреть, как он ест, и даже когда он в туалете, что подтверждает мои подозрения на его счет. Пару дней спустя Эру гуляет с Ину, и они проезжают мимо Персии, и хотя Ину останавливается, чтобы оглянуться, он решает не рисковать и продолжает идти. Наконец-то наступил день рождения Персии, но Аро ведет Ину в тренировочный зал, чтобы попрактиковаться с ним в кёндо. Его пока Скотт организует всех мальчиков, чтобы они начали готовиться ко дню рождения Персии. Внутри зала Хасуки наблюдает, как Ину избивают до полусмерти снова и снова, в то время как Эру заставляет его встать и драться. Даже Мару и его дружки замечают, что сыну что-то изменилось. В то время как Хазуки сочувствует ему, помогает ему вернуться и говорит, что она действительно удивлена на то, какой он послушный прямо сейчас. Она подумала, что он определенно создаст проблему. Но Ину отвечает, что он делает все это только для того, чтобы заставить своего брата ослабить бдительность, так как он все еще планирует встретиться с Персией, несмотря ни на что. Хасуки советовал не делать этого, так как его исключат, если поймают, но Ину обещает, что у нее не будет никаких проблем. Хасуки просто обнимает его и говорит, что не хочет, чтобы его выгнали из школы, но Ину обещает, что этого не произойдет, прежде чем пойти умыться. К тому времени, как начинает падать снег, Ину выскальзывает из своего общежития и бежит к фонтану, где он обещал встретиться с Персией. Он считает, что к этому времени его брат уже будет спать, а патруль пройдет по этому району только через час. Так что у него будет достаточно времени, чтобы быстро отпраздновать это событие, и возвращайтесь обратно так, чтобы никто ничего не узнал. Но когда он выходит за ворота, он слышит голос своего брата, который останавливает его, и он оборачивается, чтобы увидеть его стоящим у ворот. Он объясняет, что знал, что что-то происходит, потому что, хотя он и притворялся покорным, по его глазам было видно, что ему совершенно все равно. Он говорит Ину просто вернуться обратно в общежитие, но тот собирается с силами и отрицает это. Эру подходит и говорит Ину, что он никогда не выигрывал у него бой, и ему не стоит пытаться, но Ину наносит мощный удар, который Эру легко блокирует, прежде чем опуститься на колени, ударил его в живот, назвав слабым. Ину наносит еще один удар, но Ау уклоняется от него, прежде чем нанести комбинацию из 3 ударов в лицо Ину, полностью нокаутировав его. Затем он несет Ину и бросает его в сарай, прежде чем сказать ему, что с ним разберутся позже, и запирает дверь, в то время как Ину встает с болью во всем теле его тела. Внезапно дверь открыли Коко и Терри, которые сказали ему, что все ушли. Ину улыбается, потому что он знал, что произойдет, потому что с тех пор, как они были детьми, Ау делал то же самое, и прошлой ночью Ину убедил обеих Лоли помочь ему одурачить Ау, чтобы он ушел из школы на некоторое время. 2 часа, но на первом Коко отказался, так как это было слишком опасно. Но Терри в конце концов соглашается, потому что он хочет увидеть, как Ину взбирается на эту огромную стену, и он его брат, и пока Ину обнимает ее. Даже Коко в конце концов соглашается. Вернувшись в настоящее, Ину снова благодарит их и выходит на улицу, в то время как Коко говорит ему быть быстрым, как будто их поймали, это вызовет огромные проблемы. И Ину соглашается, прежде чем выбежать на улицу к фонтану, думая о том, как он всегда хотел отпраздновать это с ней, но так и не смог из-за войны между двумя фракциями, но теперь он действительно может быть с ней и видеть ее улыбку. Он продолжает бежать, но внезапно начинает чувствовать слабость после всех этих побоев и падает на землю прямо на колени Персии. Он спрашивает, что она здесь делает, ведь они должны были встретиться у фонтана, но она прерывающимся голосом отвечает, что была здесь, чтобы остановить его, как это сделал бы он сам. Его исключили бы, если бы его брат узнал об этом, но теперь уже слишком поздно. Он спрашивает, знала ли Каши об этом, и она отвечает, что Хасуи рассказал ей о том, как Ину идет по тернистому пути, причиняя много вреда, просто чтобы быть рядом с ней. И она больше не может этого выносить. Ину говорит ей, что все это шутка и что его не исключат, но Перс понимает, что это ложь, и начинает плакать, думая, что это она виновата в том, что он в таком плохом состоянии, и если бы у нее не было этих отношений, он бы не пострадал. Ину пытается утешить ее, но она просто обнимает его и извиняется за то, что собирается сделать. На следующее утро Скотт организует еще одно собрание, на котором он инструктирует студентов не опаздывать и объясняет, как Перса спустится на качающемся стуле сквозь дым. А затем они проведут марширующий оркестр перед тем, как раскрыть свой подарок. И когда один из студентов спрашивает, как они будут бороться с черными собаками и их вечеринкой по разбрасыванию пирогов, он отвечает, что побьет их. Как вдруг Ину пинает его ногой на землю, оглядываясь в поисках Персии, и замечает, что она гуляет с Чар, но она немедленно отворачивается и начинает идти в другом направлении, не замечая его присутствия. Он бежит за ней, пока она продолжает увеличивать скорость, но он заманивает ее в ловушку за углом и превращается в Человека-паука, чтобы остановить ее. Она говорит ему уходить, так как не хочет его видеть, но она говорит ему, что он в классе, так что сейчас самое время шанс отпраздновать ее день рождения. К его удивлению, она отталкивает его и говорит, что не хочет этих отношений, и убегает, оставив его лежать на земле. Хазуки и
ее подруга, которые прогуливались вокруг, видит на полу кажущееся безжизненным тело Иду и отводит его в кабинет медсестры, где он лежит на полу. В постель. Хазуки пытается спросить его, что случилось, но он совершенно не в своем уме и отвечает, что не хочет говорить или делает все, что угодно, и даже больше не хочет жить. Но Хазуки забирает его с собой, чтобы пропустить занятия и поиграть в какие-нибудь игры в игровой комнате. Они заходят внутрь и обнаруживают, что игровая комната совершенно пуста, в то время как Ину спрашивает, нормально ли для такой умной ученицы, как она, пропускать занятия. Но она отвечает, что с ней все в порядке и решает поиграть с ним в бильярд. Ину настоящий крестьянин и не знает, как играть, но Хасуки пытается научить его основам и дает ему посох, чтобы он попробовал сам. Ину пытается прицелиться в мяч, но промахивается и попадает по другому мячу, что смущает Хасуки, и она берет его поиграть с овцами вон там. Она гладит овец по всему телу, в то время как Ину пытается догнать их, когда они убегают. Хасуки пытается дать ему немного еды для овец, но в итоге они повалили ее толпой на землю, хотя в первый раз в своей жизни я так сильно хотел быть овцой. К тому времени, когда приходит Эвен, они замерзают на вершине часовой башни, где Хасуки, выглядывая наружу, засыпает и чуть не падает. Но Ину хватает ее за талию, спасая ей жизнь. Из-за этого у Хасуки сильно учащается сердцебиение, и она начинает биться головой о стену, чтобы немного снизить давление, в то время как Ину замечает табличку с предупреждением. И когда он снова смотрит на Хасуки, это напоминает ему о Персии, отчего ему снова становится грустно. Вернувшись в общежитие белой кошки, Персия смотрит на медальон, который ей подарила Ину. В то время как сзади подходит Шар и говорит ей, что вечеринка начинается и ей нужно спуститься вниз. Она замечает пачку печенья на столе и спрашивает, почему она до сих пор не отдала его Ину. Но Персер лжет, что она приготовила его для себя, а не для Ину. Но Чар не так-то легко одурачить, и она спрашивает об истинной причине, когда говорит ей, что причиняет боль Ину тем, что пытается поддерживать с ним отношения. И она больше не может этого выносить, пока Шар обнимает и утешает ее. Тем временем Ину делает вид, что он счастлив, и прыгает вокруг Хасуки, благодаря ее за то, что она помогла ему почувствовать себя лучше. Но она разоблачает его блеф и говорит, что знает его довольно давно и может легко понять, когда он лжет. Ину опускает глаза, в то время как Хасуки начинает плакать, говоря, что она надеется, что ее было достаточно для него, но очевидно, что она ошибается. Ину пытается сказать ей, что это неправда, но Хасуки говорит ему, что с ней все в порядке, вытирая слезы. Так как Ину чувствует себя еще хуже теперь, когда он заставил Хасуки плакать и начинает, избивая себя до полусмерти снова и снова, в то время как Хасуки пытается остановить его. После этого они оба начинают смеяться, когда Чар неожиданно спускается с дерева и подходит к Хасуки, хлопая ее по плечу и говоря, что ей следовало признаться Ину раньше, так как тогда Перси не попала бы в такую переделку. Ину спрашивает, все ли с ней в порядке, и Чоу отвечает утвердительно, прежде чем отдать ему пачку печенья. Она говорит ему, что Персия приготовила это для него и хотела подарить вчера, но не смогла, поэтому Чар дарит это сейчас. И говорит ему, что она не пойдет на вечеринку, уходя Ину с печеньем, который тут же открывает его и начинает есть, а по его щекам катятся слезы. Он утверждает, что печенье потрясающее, и вспоминает, каким дерьмом оно было, когда Персия испекла его в первый раз. Он думал, что умрет от пищевого отравления. Но она, должно быть, тренировалась день и ночь, чтобы научиться готовить его идеально только для него. Хасуки понимает, что Ину чувствует себя лучше, чем раньше, и снимает повязки, заявляя, что он готов к осуществлению своего гениального плана. И говорит ей готовиться к традиции бросать пироги. Хасуки отвечает, что занятия уже закончились, и если они уйдут сейчас, у них могут возникнуть проблемы с Эру, но Ину говорит ей, что он хочет, чтобы Эру все это увидел. Тем временем Персия отправляется на встречу с президентом своего студенческого совета, так как ей нужен совет по какому-то вопросу. Когда в комнату входит парень и кричит, что стая черных собак прибыла с пирогами и ждет внизу. Ину стоит в купели и зовет Персию, говоря, что они собрались здесь, чтобы отпраздновать ее день рождения, в то время как Персия выбегает из зала совета, чтобы встретиться с ним. Но президент останавливает ее. Внизу все застопорилось, пока Ину обдумывает свой план, создавая большой хаос, а затем силой забирает Персию, прежде чем поздравить ее с днем рождения. После чего она будет невероятно счастлива и обязательно крепко обнимет его. Он снова зовет ее по имени, но перед ним появляется Скотт со своей группой, которая тоже несет пироги, и говорит ему отойти, если он не хочет, чтобы пирог попал ему в лицо. Прежде чем он успел закончить предложение, Хасуки швыряет ему в лицо пирог, из-за чего начинается война, так как все ребята начинают изо всех сил поливать друг друга кремом. В то время как Ау поднимается по лестнице, потому что он хочет только напугать Персию. Он говорит Хасуки, чтобы она взяла командование на себя, пока она беспокоится о нем, но получает пирогом по лицу от Скотта, который настолько жалок, что даже его собственная группа считает его самым жалким человеком в округе. Ину не может найти чистильщиков, поэтому он обращается за помощью к Шар, но она кажется очень зла на него за то, что он испортил ее вечеринку. Поэтому он решает оставить ее в покое и выбегает в коридор. И через некоторое время он, кажется, теряется, когда Сомали прыгает за ним, что становится шоком, прежде чем он заметит Эбби, которая выглядит как дипломированный бродяга. Ину спрашивает, что с ним случилось, и Аби отвечает, что после того, как его обман на спортивном фестивале был раскрыт, его выгнали из общежития. И он жил жизнью бродяги и много думал о том, что он сделал во время фестиваля, но говорит Ину, что не простит ему поражение. Ину пытается сдвинуться с места, но Сомалийка со своей дурацкой силой не дает ему сдвинуться с места. Поэтому Ину обманывает ее, говоря, что Эбби начинает ревновать к тому вниманию, которое она уделяет ему на сомалийском. И тогда горошинка, полная мозгов, бросается и обнимает Эбби изо всех сил. Он бежит наверх, но его окружают все белые кэтбои, которые сразу же бросаются на него. Но ему каким-то образом удается сбежать через чердачное отверстие, где президент помогает ему спрятаться. А
Рекс очень скептически относится к этому чудаку и спрашивает, почему он ему помог, но президент просто засовывает руки в карманы брюк и спрашивает, не хочет ли он подуть в трубу, и начинает хохотать как сумасшедший. Ау решает сбежать от этого подонка и бежит вниз по лестнице, но он снова останавливает его, когда он говорит, что расскажет, где Париса. И говорит ему, что она находится на верхнем этаже в угловой комнате, прежде чем пожелать ему удачи. Но уже слишком поздно, так как в киберпространстве появляется другой префект и кладет этому конец, прежде чем ударить президента по голове за то, что он выдал позицию Персии. Штибер говорит ему, что вся команда Ину была захвачена Рексом-культуристом и тоже должна сдаться, но Ину отказывается. Что делает президент, становится серьезным, когда Ину внезапно ощущает исходящую от него опасную ауру. Тем временем Перза пытается выбраться из своей комнаты, бросая стулья в дверь, но она полностью заперта внутри. Она думает о том, как долго Ину готова идти навстречу с ней, и решает, что сделает то же самое, и открывает окно, чтобы найти способ сбежать. В коридорах президент сбивает Ину с ног, он прижимает его к стене, и даже когда он пытается атаковать снова. Президент просто сбивает его с ног мощным ударом с туза и еще одним ударом, как только он встает. Президент говорит ему признать поражение, если он не хочет выставлять себя на посмешище. Но Ину отказывается и наносит удар ногой, от которого президент легко уклоняется, прежде чем снова ударить его по лицу, отталкивая назад. Тяжело дыша, Ину понимает, что этот парень слишком силен, и весь его класс полностью верит в него. И теперь до него доходит, почему эти люди стали старостами, ведь они на голову выше всех остальных с точки зрения чистой силы и интеллекта, и он никак не может этого сделать. Сопоставьте их прямо сейчас. Он пытается придумать способ победить этого парня, у которого другой стиль боя, чем у Эру, но прежде чем он успевает что-либо предпринять, Ину слышит тихий голос, зовущий его по имени, и узнает в нем Персию. Это еще раз придает ему мотивации, когда он встает и бежит к президенту, одновременно снимая свой блейзер и бросая его в президента, который отбивает его. Но за это время Ину успевает связать ему ноги своим собственным ремнем, так что президент не может ни пинать его, ни преследовать. Удивительно, но президент, похоже, удивлен и увлечен этой стратегией, и пока он стоит там впечатленный, Ину подбегает к окну и выпрыгивает наружу, шокируя каждого человека в комнате, но подняв глаза, он видит Персию с протянутыми руками. Она хватает его и тянет вверх, пока Скотт ищет Ину, но обнаруживает, что он исчез. Вернувшись в студенческий совет Черного Пса, Каков вбегает в комнату совета и сообщает Эру, что первокурсники создают проблемы на вечеринке по случаю дня рождения Персии. И именно тогда Эру соединяет все точки и решает, чтобы разобраться с этим лично. Вернувшись в дом Белой Кошки, Ину спрашивает Персию, как она попала на этот балкон, ведь она должна была находиться в другой комнате. Но она отвечает, что просто вылезла из окна и проползла сюда. Ину называет ее сумасшедшей за то, что она выкинула такой трюк, но вместо этого она злится на него за то, что он вломился в это общежитие и рискнул всем, чтобы увидеть ее. Она начинает плакать и говорит ему, что очень волновалась за него, но Ину хватает ее и говорит, что он здесь, чтобы пожелать ей удачи. С днем рождения! Персия спрашивает его, было ли это единственной причиной, по которой он вовлек в это каждого человека в школе и вызвал столько переполоха, и это простой недалекий дурак говорит да. Он говорит ей, что физические раны могут затянуться со временем, но рана от того, что она отвергла его, поглотит его, как черная дыра. Но она начинает бить его, говоря, что не хочет видеть, как ему больно, в то время как он просто обнимает ее. Она смотрит на него и, наконец, признается в своей любви к нему, что заставляет Ину плакать. Но она думает обо всем, через что они прошли вместе в этой школе-интернате, пытаясь быть друг с другом. И Ину показал ей, что если ты действительно хочешь быть с кем-то, то нет ничего нового. Ничто в этом мире не может помешать тебе сделать это. К этому времени Эру уже прибыл в общежитие, и все члены фракции Черного Пса притихли, сидя на полу в страхе перед своим лидером. Эру говорит Асуки, чтобы она никому не позволяла двигаться со своих позиций, пока он сам пойдет искать Ину, но дружки Мару хотят, чтобы она ушла. Чтобы избежать наказания, они пытаются выбежать за дверь, но как только они ее открывают, их встречает самое страшное лицо и снова сбивает их обоих с ног. Этот друг, мальчик-культурист, представился как Рекс, который также состоит в студенческом совете и утверждает, что хочет быть самым сильным и симпатичным членом этой школы. В то время как оба приятеля дрожат при виде этой мерзости. Он говорит им, что если они смогут превзойти его в привлекательности, он отпустит их, и они с дрожью в голосе соглашаются на вызов, потому что на самом деле у них нет другого выбора. Они пытаются быть милыми, исполняя танец, но получают удар в лицо, потому что Рекс называет это грубостью. Они оба прячутся за Хасуки, который тоже пугается этого ублюдка, злоупотребляющего роидом, но в последний момент появляется Мару и говорит своим дружкам возвращаться в общежитие. Дружки спрашивают Мару, не потому ли он пришел сюда, что беспокоился об их здоровье, и хотя он отказывается. Ред в конце концов признает свое поражение, называя действия Мару милыми. Внезапно все они поднимают глаза и видят, как Персия и Ину бегут навстречу друг другу с пирогами в одной руке, и они одновременно ударяют друг друга. В то время как Персия говорит ему, что если он придет делать это в следующий
следующем году она его не пощадит, в то время как Ину говорит своим одноклассникам, что в следующем году он будет делать то же самое. Ничья — это победа для них, и теперь они могут отступить. Чар улыбается, когда все члены фракции Черного Пса выбегают на улицу, и Ину думает, что он наконец-то победил, но ошибка останавливает всех, и Ину замирает от страха. Он сразу же пытается вести себя хладнокровно, пока Персия наблюдала за ним, и спрашивает своего брата, чего он хочет. Все, что он сделал, это бросил пирог во вражескую фракцию, что не противоречит правилам. Эру просто поднимается по лестнице и говорит ему прямо в лицо, что он знает, что Ину и Персия встречаются. Ину потрясен до глубины души, в то время как все ученики не понимают, что происходит, но Персия говорит, что она никогда не сможет встречаться с человеком черной собакой, и спрашивает, может ли она у него есть какие-либо доказательства, подтверждающие его заявление, в то время как Скотт и другие поддерживают ее. Эру показывает им четки, которые он нашел в комнате Ину, и говорит ей, что даже находясь под строгим надзором, он нарушил правила в самый последний момент, выбросив все, чтобы провести день рождения с тобой, и он знает это, потому что этот день был отмечен в его календаре. Перза говорит ему, что ни одной из этих улик недостаточно, чтобы обвинить их, поскольку дата может быть простым совпадением, и любой желающий может купить медальон, если захочет. Затем Эру достает пластиковый пакет и говорит, что нашел в комнате Ину странную шляпу, которую, по словам некоторых людей, носят только девочки. Но он никогда раньше не видел ничего подобного. Это шокирует всех, и даже Персия смотрит на него с отвращением, спрашивая, от кого он мог это получить. Макар вспоминает, что именно она положила это в его комнату, чтобы поиздеваться над ним. Прежде чем они успевают продолжить разговор, к ним подходит президент Уайткэпа и вмешивается в разговор своим веселым тоном, предлагая им прекратить это, но Эру велит ему отступить. Президент смотрит на него и говорит ему, что он находится в доме для белых кошек, так что ему следует отвалить. Затем он смотрит в сторону Персии и просит объяснить все это, которая совершенно ошеломлена и не знает, что делать. Тем временем Эру поднимает Ину за ошейник и начинает отвожу его в общежитие. Ину думает обо всем, что они сделали и через что прошли до сих пор, и не может поверить, что все это вот так заканчивается. И в последнем отчаянном усилии он пытается выкрикнуть ее имя. Но в его руках оказывается меч. Персия, стоя на балконе, говорит, что она не может жить с этими грязными обвинениями в свой адрес, и велит Ину обнажить меч, так как они должны покончить с этим прямо здесь и сейчас. Ину понимает, что это настоящий меч, и смотрит на Персию, но она говорит, что ее гордость важнее ее жизни, и вызывает его на дуэль, защищая честь своего дома. Ину думает, что они не смогут этого сделать, потому что мечи капризов не причинят им вреда, но Персия не ждет и нападает на него немедленно. Он блокирует атаку и достает свой меч до того, как Персия начнет выходить из себя с мечом, атакуя его со всех сторон. Пока все, что он может, все, что мы можем сделать, это блокировать атаки. Эру называет ее блефующей и говорит ей прекратить представление, но Персия отвечает, что она не остановится, пока с нее не снимут обвинения, и продолжает нападать на Ину. В то время как Эру говорит, что как только эта притворная драка закончится, он отведет Ину обратно в общежитие и накормит какое-нибудь наказание. Ину, с другой стороны, понимает, что Персия совершенно серьезно относится к своим ударам и совсем не собирается сокращать свои силы. Она говорит ему, чтобы он не относился к ней легкомысленно и показал ей всю свою силу, и не вспоминает, как она хотела, чтобы к ней относились как к равной. И он сразу же входит в роль и начинает смеяться как злодей и говорить ей, что она не выйдет из этого живой, но Перс говорит ему ударить сильно и по-настоящему, так как если он не убьет ее, то она убьет его. Они оба бегут навстречу друг другу на полной скорости и, скрестив мечи, ударяют друг друга в горло, в то время как все наблюдают за ними с изумлением и ужасом. Позже той же ночью все сидят возле кабинета медсестры, поскольку их подозрения, похоже, на время утихли. Поскольку новый человек способен, верю, что два любящих друг друга человека способны на такое. И если бы президенты не вмешались в последний момент, они бы точно убили друг друга, не задумываясь. Услышав, как они уходят, Ану радостно просыпается, а Персия просит его говорить помедленнее, когда они рассказывают, что подали друг другу сигнал атаковать их медальоны. И именно поэтому с ними все еще все в порядке. Персия начинает плакать от счастья, а Ину рассказывает, что она принесла ей подарок и дарит ей пару одинаковых колец, которые он недавно купил для них обоих. Он говорит ей, что решил стать старостой, чтобы сменить школу и быть с ней так открыто, как ему хочется, и надевает кольцо ей на палец. В результате чего она обнимает его и называет своим парнем, что заставляет его душу покинуть этот мир от радости. Пару дней спустя их наказывают оставаться в своей комнате в течение недели, в то время как Хазуки злится на Ину за то, что она выкинула такой трюк. А Чар умоляет Перса никогда больше не делать ничего подобного. Позже, однажды ночью, они встречаются в лодке посреди озера, где Ину говорит ей, что его брат все еще немного подозрительно относится к нему. Но когда Ину сказал ему, что хочет стать префектом, он не отказал ему в этом и даже оставил его в качестве помощника, который мы выполним всю необходимую работу. Перза благодарит его за все, что он сделал, и говорит, что хочет, чтобы они всегда были вместе, что слишком сильно возбуждает Ину.